тут мое красивое лицо забыла? Если послушать некоторых зрителей, то складывается Так, ладно. Я свое лицо увидел, опять ладно, подпишусь. Я на него обижался. впечатление, что чуть ли не каждый второй автор зажратый миллионер, который подтирается баксами как туалетной бумагой. Разумеется, далеко не у всех все так Топ-10 красиво, крупных как это покупок кажется со ютуберов. стороны. Но я отдельные там делаю? блогеры действительно могут позволить себе вещи, о которых обычным людям приходится только мечтать. Ну Чё я или там делаю, вкалывать блядь? всю жизнь. Добро пожаловать на Telblog.net, и сегодня Блядь, мы что ж я- представляем что ж я такое топ-10 купил? крупных покупок ютуберов. 10 место ДК iMac за 1 000 000 рублей. Если быть точнее, за лям 90 тысяч. Этот компьютер для меня как подарок считайте. Да, дорогой подарок, но я на него откладывал, я о нем мечтал, и вот он у меня есть. Сколько Кашин не объяснял, что взял бандуру от Apple для монтажа, знаю. сколько не говорил, что ему плевать с высокой колокольни на игры, Чувак зарабатывает, эксперты почему нет? остались при своем мнении. Все, он купил, почему за лям, а у меня нет ляма, Ну, не знаю, вот он типа- баран, огрызкофил. Начали обращать на мое рожу себе нормальную купил, лучше бы себе ебало купил. Хотя рациональное зерно в зрительских претензиях все же имеется. Ведь за такие бабки у iMac не должно быть минусов. Однако парочка серьезных недостатков все равно есть. По Ну, крайней типа, алло, братва, ну давайте серьезно, YouTube, давайте вместе думать. Ну, захотел вот чувак вот, типа, себе там iMac или еще что-то, или как она там, эта херня называется. Но он на это зарабатывает, типа, ну, захотел и это, и залетел. Почему нет-то? мере, лично для Дани это костыли. Тут нет HDMI, блядь. Нету. Что они мне дали в комплекте? Ничего. И на Купил, нем купил, ну да. нету оптимизации фрутика. Я только рад за него. Но главное, что во всем остальном Кашина компьютер полностью Была его устраивает. мечта, он тем более, видишь, говорит, я 9 хотел. место. Audi R8. 8 миллионов. Саня так и не сказал, во сколько именно обошлась ему желтая пушка. Однако R8 16 года с минимальным пробегом стоит около 8 лямов. Ну, ребят, там как бы очень много. Знали бы вы, сколько мне пришлось. Чего, блядь? Еще раз. 16-й Этого год. года с минимальным пробегом стоит Возможно, около 8 да. лямов. Ну, ребят, там как бы очень много. Знали бы вы, сколько мне пришлось кредитов набрать, чтобы купить эту тачку. Но разве мечта того не стоит? Это стоковый выхлоп, чтобы вы понимали. Это стоковый выхлоп. Тем более, еще с лицензией на такси, чтобы отбивать потраченный кэш. На самом деле шутки шутками, но тачка имеет лицензию на такси. Но долго отбивать не пришлось, ведь уже спустя месяц Булкин решил избавиться от спорткара. Стуки Слушай, ну тоже я не знаю, но Булкин живет автотематикой. Это его фетиш, он зарабатывает на своем канале, на своем контенте. Ну, захотел чувак вот купить тачку, ну, тем более он их там обозревает, что-то какой-то контент с ними делает. Взял он ее в кредит, не в кредит, да какая хер разница, я не знаю, хоть у мамы денег занял, какая разница? Колесница показалась знаю, ему не просто я слишком рад. интересной, а делать тюнинг не Я с было ним не ни знаком бабок, лично, ни но- времени. Сделаю я это точно не в Почему ближайшее время, потому что у меня как бы и Не знаю, моё переезд, и мнение. как бы вот все сейчас. У меня просто нет денег, грубо говоря, на этот турбокит. Но я-то знаю, что на самом деле Саня решил продать немецкое ведро после того, как его вынесла невероятная Camry 3.5. Японцы вещи делают. Чего? И вот уже на Булкинской R8 катается девушка. Чего? Еще раз, блядь. Что там его вынесло? Audi R8? Это прикол, хорош, вы чё? Это же... А он типа поверил, что ли? Телблок. Это же рофл обычный. Что? Счастливый обладатель. Это же рофл обычный. Он что, поверил? Наверное, Ну как можно... Могу уже передать. Сколько там? 500 там Ведь с чем-то, ради этой по-моему? машинки Санек избавился от аморала. 8 место. Соболев BMW M850 AX Drive. 10 миллионов. Не прошло и пары лет, как Коля решил, что нужно избавляться от нищебродской пятерки и пересадить свою задницу на что-нибудь более престижное. Этим престижным стала баварская восьмерка на максималочке Не знаю. за плюс-минус 10 мультов. Сразу же после выдачи автомобиля автосалоном Соболев Ну. признался во влоге, что новая Бэха едет плавнее его старой тачки. По-моему, неплохой подарок Кому себе чё любимому нравится? под Я Новый не знаю, год. я- Как считаешь, типа, куда
купил и Вообще, Колян купил. красава. Сам заработал, сам купил. Куда дороже Согласен. обошлась блогеру квартира, но фиг Ну, типа, как бы я к нему не относился, я вообще не привык чужие бабки считать. Я вижу чувака или какого-нибудь блогера, или, я не знаю, соседа своего, товарища, кореша какого-нибудь. Лех, я себе дом построил, я там себе машину купил. Мне вообще плевать, откуда он деньги взял. Если даже он их украл. Это не он лох, что он их украл, это я лох, что я, так скажем, не знаю, как он это сделал. То есть, ну, серьезно, ребят, радуйтесь чужим покупкам. Ну, просышь, сколько купил и там купил. квадратов. Да и не факт, что Соболев получил Сейчас будет красиво. Как говорится, парк-то преобразился. Под видео там. Не забудь завести лайкосик. халупу за кровно заработанные. Хочешь квартиру в Москве? Хорошо, Минут хоть у за меня 30. парки не Да. преображаются. Ага, Да ладно в городе. Да, ну это я условно, не то, что предлагали, но я знаю, что те, кто работали, вот примерно в таких категориях существовали. А так, судя по виду на ЖК Ну, Триумф а сколько Палас, там очень предлагали? похоже на конуру в ЖК Аэробус. Цены тут начинаются от 19 миллионов, и это за голые стены. 7 место. Hardplay. Hardplay зона. 11 миллионов. Леха, Ладно, ладно. Окей, окей. Окей, 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 нормально. Нормально, нормально. решил вернуть нулевые и открыл игровуху в Зеленограде. На самом деле его заведение это не чисто компьютерный клуб в зоне хардплея, целая комбо. Здесь и кафе, и лаунж-зона для кальянов, и 3 випки для плойки на 4 места, и в довесок к этому основной зал на 20 компов, и еще 2 вип по 5 пекарен в каждом. Вкусно можно и прикольно покушать, то есть и недорого, самое всё главное. вкусненько. Согласно требованиям Санпина, на один ПК должно приходиться 4,5 квадрата. У Лехи их 30, плюс приставки, да еще и огромная зона для кальянов. Короче, заведуха стримера на квадратов 200, а то и 250 не меньше. Естественно, он ее не покупал, а арендовал, потому что 500. стоит такая хрень миллионов 20, тем более открылся стример в торговом 110 центре. миллионов. На ремонт среднестатистической 100-метровой квартиры заказчики в 2018 году в среднем тратили 3 миллиона 860 Погоди, лысый. И сейчас будет самое красивое. Сейчас будет самое красивое. Готовы? И при всем при этом, сколько бы я туда денег не потратил, я не стал в сентябре поднимать ни на что цены. Я вам это обещал, я это сделал. Как бы сложно там и что бы мы ни делали, если клуб приносит немного денег, значит надо шевелиться и не доить людей, которые туда приходят, а нужно наоборот проводить какие-то турниры, покупать новые диваны, улучшать качество, и вы скоро все это увидите. 110 торговый комплекс стоит. 110 это стоит целиком этот торговый комплекс, ну, в котором я арендую все это дело. тысяч рублей. Учитывая, что Леха делал не квартиру, а коммерческое помещение, то, думаю, эту сумму можно поделить на 1,5. То есть забабахать такую квадратуру стоит где-то 5 миллионов рублей. Плюс нужно учитывать оборудование. Компьютеры на базе процессоров 9-го поколения Core i5 Здесь я вообще просто 9400F, частота 4 ГГц. Видеокарты RTX 2070 Turbo. Материнская плата Нифига он мне там рекламу сделал. 370 Strix. Все железо в компьютере 2019 года. Найс, Да, найс, один найс. такой набор вместе с монитором стоит 80к, а еще плюс память, охлаждение, SSD или винт, корпус, Базару блок ноль. питания. Это лайк. Да тут один комп минимум 110 Молодец. косарей, а их 20, да плюс плойки. Итого Бледный 2,5 какой-то, я 2 дня мульта. тогда не спал. А еще дисплей, Сидел закупка просто. кальянов, оборудование для обустройки кафешки. Да ему это шапито встало лямов 5-6 не меньше. Ну и насчет Шапито, блин. техники безопасности в своей 11-миллионной игровухе Ну Алексей тоже заморочил. нихера ты, брат, зарекламил. Да ты себе просто карму отмыл, я не знаю, на 8 поколений, я не знаю, вперед, по-моему. Ты просто, я не знаю, ты что по рекламе, как я этот ролик раньше-то не видел? Да ты же мой родненький, господи. Видал? Не, ну это плюс реп просто, надо ему завести тоже там лайкосов, молодец. Здесь круглосуточная Нихера он охрана там. в самом торговом комплексе, в нашем заведении. Реклама лучше, Везде чем вообще ведется где. видеонаблюдение 24/7, камеры очень хорошие, так что Вот вы сможете смело оставить, допустим, своего ребенка в более позднее Не, ну время сделали и там реально забрать круто. его. То есть родители смело приезжают. Это город Зеленоград, Новокрюковская 10. С Москвы ребята гоняют. Вот кто постоянно. Сейчас абонементы еще будут. С Москвы ребята гоняют. Короче, ну полчаса они тратят на электричке. Это с Комсомольской. И они прям приезжают, считай, туда же. Потому что электрички сейчас, по-моему, ходят
Они приезжают, ну да, на ночной пакет. То есть до 12 они приезжают, и все, и прям погнали. Забирают детей, то есть Не, кого-то он оставляют постарался. даже на ночь. Единственное, что не по фэншую, почему в туалете нет огнетушителей, раз хардплей зона регулярно катают в доту и КС. Шестое место. Донбасс. Квартира Не, ну 12 спасибо. миллионов. Как и в случае с клубом Не ожидал. Лёхи, это тоже примерное число. Если Не посмотреть на планировку, то скорее всего Влад поселился в одной из ЕКБшных новостроек. Здесь есть большая гостиная, совмещенная с кухней, довольно просторная спальня, гардеробная, маленький кабинет и просто невероятная ванная комната, в которой поместились бы как минимум 5 сильверов. Тут реально можно жить. Логично предположить, что кантуется ютубер в центре, недалеко от своего заведения, расположенного по улице 8 марта. Это летняя площадка рейдж-бара, Если здесь не тушить, особо меня ловить прикольно. нечего, пойдемте лучше внутрь. Итого, что мы имеем? Точнее, что имеет Донбасс. Центр, квадратура 90-100 метров. Цена около сотки зелени или 6 миллионов рублей с копейками. Приплюсуем в сюда ЕКБ наглость немного, да, барыг, квартиры? точнее, цену за ремонтные работы по Земскову. На ремонт среднестатистической 100-метровой квартиры заказчики в 2018 году в среднем тратили 3 миллиона 860 тысяч рублей. Уже 10 миллионов. Ну и не забываем сверху докинуть Как он затраты так, на блядь, мебель, высчитал? технику и все остальное, что можно взять и унести. А это еще миллиона Чего? два. Это Ну-ка еще раз. Кого? 100 квадратных метров? Почти 4 миллиона рублей на ремонт? Среднестатистически, я подчеркну. 4 лялика на 100 квадратных метров? Там, я не пойму, что, мрамором в круг, что ли, все делают? Или где? Это еще без всего, да. Это без всего, он сказал. того новая квартира обошлась Владу примерно Ну-ка, работяги, а есть что, кто в этом у нас? Есть кто, как он называется, в строительстве работает? Что-то, ну-ка, в комментариях там напишите, сколько в среднем стоит ремонт квартиры. Не, ну, конечно, понимаю, ремонт разный бывает. Ну, типа, в 12 миллионов рублей. А ведь есть еще и бар с невероятной парашей. Просто входи и наслаждайся. Ребятки, здесь просто нереально красиво. Ты заходишь сюда, и ты Красавчик как будто тоже. оказываешься в каком-то космосе. Не, ну она точно дороже 12 мультов. Пятое место. Гордей. Lamborghini Huracan. 14 миллионов. Вообще-то она стоит намного больше. Общая стоимость машины, то есть 16 лямов машина, и тюнинг, ну, короче, в сумме все в 23 ляма выходит. Но Димон подсуетился и по методике Булкина взял довольно свежий спорткар с минимальным пробегом на 9 миллионов дешевле. Как и Саня, точную сумму Гордей не назвал, но чтобы ее узнать, понадобилось лишь немного внимательности. Достаточно посчитать количество пачек кстати- по полляма, которые блогер засветил аккуратно. мы, кстати, с Гордеем, когда общались на последнем мероприятии, ну, нормальный чувак, то есть обычный, общается по-простому. Причем он даже не знал, кто я, познакомились, пообщались, когда мы на Мерседесах с ним вместе гоняли. Там я, там другие ребята. Не знаю, но он мечтал тоже об этой тачке. Раз перед покупкой тачки. По этой Да, он картинке вообще тяжело автоблогер. назвать конкретное число, но я насчитал не меньше 22. Зато через пару секунд видим такое изображение. 4 стопки, в двух из которых на 2 пачки больше. Одна стопка 6 пачек, 4 стопки 24. Плюс 2 лишних, в сумме 26. Итого здесь 13 миллионов. Не забываем о залоге, который Димон задонатил в свою мечту. Залог лям. Лям? Лям, да. Сумма в 14 мультиков также подтверждается Она где-то словами так и стоит. Гордея. Но Что если это? 13, то я буду на дошках полгода. А когда он узнал окончательную цену, то оказалось, что... Просто денег чуть-чуть не хватает, придется долгануть. Но Ламбо это была его мечта, а мечты должны осуществляться. Хотя кто-то назовет Диму больным. Автоподбор не рекомендует. Машина продает перекуп. На учете не стояла, пленка поклеена, кончена. Нет, не рекомендую. Четвертое место. Варпач. Tesla Model X P100D. 17 миллионов. И понял, что я хочу именно Теслу, именно из-за того, Сколько? что мне понравилось видео, интервью с Илоном Маском. Сказано, сделано. И первой тачкой Кирилла стала эта Сколько, блядь, невероятно она дорогая и технологичная баржа. Просто со всех сторон ее можно. Ну, валит она в порядке. Не так, конечно, как Гэт. Подожди! Она до десятки же стоит. Вроде, или я в них, блядь, не разбираюсь. Какие 17 миллионов-то?
Но то, что Или они паркетник разные, дрючит я не знаю. спорткар, пускай и только до сотки, это уже серьезный аргумент. Ну и без проблем Тесла тоже не обходится, особенно учитывая российские реалии. Это хреново, потому что мы не можем включить заряд. 17? Я понимаю, что А, они люди разные. пользуются, но бывают такие случаи, что приезжают такие чуваки, как я, и пытаются им воспользоваться. Хотя Варпачу, я так понимаю, такие мелочи не доставляют особых трудностей, раз он полгода назад прикупил еще одну бричку от Илона Маска. Спасибо. О, кто обладатель Tesla Model 3? И я обладатель. Перформанс. Он кайфует от этих Цвет и тачек. остальное вы узнаете, как только она приедет. Правда, уже не за 17 миллионов. По-моему, на Google мероприятии мы с ним общались. Прекрасная пара, я считаю. И обычные люди. Просто он фанат Теслы тоже, почему нет? Ну, зарабатывает чувак. А за 8. И не для себя, а для своей девушки. Но тоже неплохо. Я В не конце фанат этого Теслы. ролика можно сказать: трешка будет записана на твое имя. Чё? Ты будешь владельцем Tesla Model 3. Третье место. Эдвард Билл. Mercedes G63 AMG 18 миллионов. Я покатался практически на всех топовых тачках мира. И мне они не понравились. А еще разбил несколько штук. Потому что пока мой конь был в ремонте, я Короче, все эти ягуары и паршаки с кадиллаками унылое говно, поэтому Билл искал сердце и душу, с которым я смогу двигаться на протяжении всей оставшейся жизни. Им стал новенький заряженный кубик, приобретенный просто за невероятные, мать его, космические бабки. Семнашка. Чисто по внешнему виду гелик действительно подходит Эдварду. Брутальный, отмороженный, как и ты. Однако блогер не отъездил на внедорожнике и пару месяцев, ведь жена буквально заставила Билла продать машину. Она просто не понимала, как супруг мог потратить такие деньжищи, когда у них нет собственного жилья. Прекрасная, красивая дочь Эмили. Я отдаю тачку ради того, чтобы ей было где жить. Если это все правда, красавец. Что тут сказать, только респект Не знаю, Эдварду здесь- за то, что в конечном итоге здесь ничего не поступил могу рассудительно. Так легла карта. Ну, так получилось. Здесь я... Это судьба. Я думаю, это самый крутой пример, каково мне. Хотя это обманчивое впечатление, Эдди вряд ли что-то уже изменит. Я понимаю, что Эдвард Билл просто специально, нарочно. Что-то... Подождите, блядь, тормозите. Чувак купил машину за 18-шку. Ну, не мои даже это... Я просто размышляю. Вот я сейчас сам столкнулся с тачкой, да, то есть с покупкой. Он при продаже потеряет... Бля, я не представляю, сколько денег. Там просто там какие-то космические суммы. Ну, не знаю. Не знаю, здесь я не знаю Снес ситуацию. кальян ногой. Я не знаю, чего у него в мозгах было, зачем он это делал. Второе место. Афоня. Афоня Хаус. 60 миллионов. Андрей больше месяца В аренде. выпускал видосы. Наверное, затерялся в новом особняке, в котором проводит собственное шапито а-ля Дом 2. Же в аренде, блядь. Это мой дом. Ребята, я вас всех приглашаю в Афоня Хаус. Я боюсь даже прикинуть, сколько в его коттедже квадратов, но учитывая, что он двухэтажный, там больше 10 комнат, несколько санузлов и огромная терраса, то эта халабуда, ну не меньше метров 400. Кроме того, по Это же в аренду взятое помещение. Он же даже, по-моему, где-то сам говорил. окружающим Проект домикам арендованный видно, просто что хата отстроена не в жопе мира. Да и сам Афоня об этом сказал. Замечательный, элитный поселок. Прошу, надо показать, это надо показать. Ты знаешь, на что похоже? На какое-то Просто завидово. посмотрите. Это... Разве это Подмосковье? Ну а цена на такие дома в элитных Хз. поселках Подмосковья начинается минимум с миллиона зелени, то есть 60 миллионов рублей. Что ж, придется отбивать инвестиции, да побыстрее. Вот я вам отвечаю, вот, ребят, вот я не хочу такой дом здоровый. Вы будете смеяться надо мной, вот даже будет вот возможность вот построить огромную вот такую домину. Нет. Ну, блин, ну серьезно, ну даже вот лям, вот бы у меня долларов вот был, зачем он? Ну куда? Под проект, да. Где там куча, типа, баб завести, да, он там, по-моему, какой-то проект делал. Под обычное жилье 200 даже квадратов, ну, серьезно. Просто смотря, как они сделаны. Ну, не знаю. Увидите мой дом, я вам покажу, видос сниму, то есть... Начинается построим. минимум с миллиона зелени, то есть 60 Или миллионов я просто рублей. минималист, Что ж, придется ну, отбивать минималист. инвестиции, да побыстрее, в противном случае. Если не будет пушки, мне пи***ц, я в долгах.
И первое место – трансформатор, квартира 90 миллионов. Но не просто квартира, а огромная конура в одном из самых понтовых мест Москвы. 163 квадратных метра, башня Ока. Это наше новое гнездышко с Катей. Ну, тут рассусоливать особо нечего. Достаточно зайти на любой сайт по продаже недвиги и посмотреть, сколько стоят квартиры плюс-минус такой же площади в этом жилом комплексе. И это только за отделку, то есть без мебели, телевизоров и холодильников. Сколько вышло в итоге, знает только сам трансформатор. Впрочем, этих нищебродских 90 миллионов рублей оказалось Димону достаточно, чтобы взобраться на первое место. А ты согласен с сегодняшним... Братан, я согласен, спасибо, во-первых, за такую рекламу, я что-то маленько пришалел, ты там прям красавчик, прям наговорил, это очень приятно, спасибо, что так рассказал про клуб, не ожидал я, спасибо, с запозданием, но спасибо. Бля, за 110 миллионов рублей, мне кажется, где-нибудь в Подмосковье можно село, короче, с крестьянами прям купить. Хотя, ну, наверное, каждый кайфует. Опять, я говорю, мне сложно судить о чужих покупках, как бы, я вообще чужие бабки никогда не считаю, мне вообще плевать. Ну, купил, ну, вот фетиш у чувака такой, кто-то бухает, я не знаю, кто-то квартиры покупать, кто-то тачки себе покупать, кто-то вот убивается вот в тачке, вот тут фанат машин, но вот фанат вот трясет, вот он хочет, понимаешь, вот хочет он. Ну, не знаю, типа... Ну, прикольный видос, прикольный, интересно было посмотреть. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.